Всем привет, с вами Брономастер, и сегодня мы делаем домашку по пятому уроку JavaScript. В первой задаче нам нужно было сделать переменную a со значением 7 и переменную b со значением 9. Для этого я сделаю константу a со значением 7 и константу b со значением 9. Далее нам нужно было вывести в консоль результат умножения a на b. Я пишу console.log a умноженное на b. И после этого действия мы можем заметить, что у нас в консоли появилось 63. Это говорит о том, что мы задачу выполнили верно. В задаче 2 нам нужно создать две переменные c со значением 7 и переменную d со значением 9. По задаче нам нужно вывести на страницу результат деления этих переменных. Если нам нужно вывести на страницу, то я открываю HTML и здесь создаю дивчик с классом out2. Возвращаюсь в JavaScript и подключаю наш div, который только что создал. out2 равно document.querySelector, после чего передаю строкой точку и название класса, того тега, который я ранее создал. Ниже я беру наш тег, беру его inner.html и присваиваю ему новый текст, а именно результат деления c на d. Как мы можем заметить, ответ у нас появился прямо на экране. Это говорит о том, что мы задачу выполнили правильно. В задаче 3 нам нужно было создать две переменные. Переменную e3 со значением 3 и переменную f3 со значением hello. Следующим шагом нам нужно вывести на экран результат сложения этих двух переменных. Значит, опять вывести на экран, значит, я возвращаюсь в HTML и в HTML создаю следующий div с классом out3. После чего точно так же тут же подключаю наш out3, тег, который я только что создал, и в его inner.html присваиваю следующее. Результат сложения переменной e3 и f3. В ответе мы должны были увидеть 3 hello. Так и есть. В задаче 4 нам опять же нужно создать все тех же две переменных. Но в этот раз назвать переменную x1, передать в нее значение hello, и ниже переменную x2, но со значением 5. После чего по нашей задаче нам нужно x1 отнять от x2 и этот результат вывести на экран. Для этого я перехожу в HTML и все так же добавляю новый дивчик, после чего подключаю его для уже этой задачи. Далее ниже я беру наш тег, вызываю у него inner.html и говорю x1 минус x2. В ответе мы должны были увидеть none. И да, так и есть. Давайте, кстати, вспомним, что такое none. None – это такое число, которое говорит о том, что в попытке преобразовать какой-либо тип данных в число у нас произошла ошибка. И да, у нас здесь так и происходит. Ведь когда я написал минус, он преобразовывает левое и правое выражение в число. И в попытке преобразовать слово hello в число возникла ошибка. Ну, то есть none. Ведь непонятно, что это за цифра hello. Из-за чего в ответе я увидел none. В задаче 5 нам нужно создать параграф с классом 5. Я так и сделаю. Сделаю класс 5 и скажу, что это будет параграф. Следующим шагом с помощью inner.html нам нужно записать внутрь нашего параграфа 3.1415.
нужно записать в параграф. Значит, этот параграф нам нужно получить в JavaScript. Для этого я все так же с помощью query selector получаю его, прописывая название уже нашего класса 5. Также назову и переменную. Ниже я пишу 5 inner.html равно наше значение, а именно 3, 14, 15. В ответе я так и увидел. Это говорит о том, что я написал все верно. В задаче номер 6 нам нужно создать div с текстом hello. Окей, я так и сделаю. Перейду в наш HTML, создам дивчик и добавлю ему текст hello. Далее нам нужно подключить этот div в JavaScript. Если нам нужно его подключить, это значит, мне нужно прописать здесь класс. Это будет уже out6. И с помощью этого класса я смогу подключить его к нам в JavaScript файл. Все точно так же. out6. Переменная точно так же. out6. И в этом диве нам нужно заменить слово hello на слово pro. Чтобы это сделать, я пишу нашу переменную, вызываю у нее inner.html и говорю: теперь у тебя будет такой текст, как pro. Задача 7 немножечко интересней. Мне там нужно создать div с классом 7. Для этого я перехожу в HTML, прописываю div и говорю, что у него класс будет 7. С помощью inner.html нам нужно записать в него строку. Значит, я буду использовать inner.html, значит, буду писать это в JavaScript. Если буду писать это в JavaScript, это означает, что мне этот div нужно подключить в JavaScript. Для этого я использую query selector и говорю, что подключаю элемент по такому классу в такую-то переменную. И в эту переменную с помощью inner.html нам нужно отдать следующую строку. Картинку, как я могу заметить по примеру. Эту картинку я заранее себе уже сюда поставил, поэтому я ее просто скопирую и вот сюда поставлю. Как только я ее поставил, я увидел некую ошибку. Оно мне даже, видите, цветом неправильно подчеркивает. И это все связано из-за того, что я неправильно использую кавычки. Ну, то есть я здесь эту кавычку как бы открыл, а тут как бы закрыл. И то есть оно, JavaScript не понимает, когда на самом деле эта строка должна была закончиться. Если я хочу сделать это более правильно, то мне с самого начала нужно было открыть чуть-чуть другие кавычки. Одинарные. Вот такие. И после этого у меня уже ответ появился на экране. Как мы можем заметить, картинка появилась успешно, а значит, мы задачу сделали тоже успешно. Задача 8. Создайте div и кнопку. Перехожу в HTML, создаю div с классом out8 и под этим дивом сделаю кнопочку. Кнопочку тоже буду подключать JavaScript, поэтому я добавляю ей класс ptn8. Чтобы увидеть какой-либо текст в кнопке, а то видите, сейчас она очень маленькая, я добавлю ей какой-либо текст. Пусть будет клик. По задаче, когда я нажму на кнопку, выполняется функция, которая выводит в div слово JavaScript. Значит, нам нужно в этот div при клике на эту кнопку вывести слово JavaScript. Если я буду работать с этими тегами в JavaScript, это значит, что мне нужно их подключить туда. Значит, я перехожу в JavaScript и начинаю подключать наши дивы и кнопки. Сначала я подключу div, а ниже подключу нашу кнопку. Точно так же используя query selector. По нажатию на кнопку выполняется функция. Значит, мне эту функцию нужно создать. И я ее создаю. Пишу ключевое слово function, fun8, ставлю круглые и фигурные кавычки. Смысл этой функции в том,
чтобы она выводила в div слово JavaScript. Это означает, что в теле функции я пропишу out 8, то есть куда мне добавлять это слово JavaScript, и дальше, что именно добавлять. И теперь самое главное. Сейчас при клике на нашу кнопку ничего не происходит. Это потому, что у нас наша кнопка никак не связана с нашей функцией. Чтобы связать нашу функцию с кнопкой, мне нужно написать следующее. Взять нашу кнопку, сказать, при каком действии я тебя кодирую, а именно при действии onClick, и сказать, что при этом onClick будет происходить. А будет вызываться функция fun8. И сейчас, когда я кликну по нашей кнопке, мы уже увидим слово JavaScript. Это все также говорит о том, что задача выполнена успешно. В задаче номер 9 нам нужно создать th2 и кнопку. Для этого я перехожу в HTML, пишу th2, добавляю ему класс, потому что гарантированно потребуется этот тех нам в JavaScript. Класс назову h9 и также добавляю кнопочку, по которой мы будем нажимать. Сразу дам ей клик, чтобы я ее видел глазами, и добавлю ей класс btn9. Когда я их создал, я могу возвращаться в наш JavaScript файл и здесь заново подключить уже новый тег h2 и новую кнопку. Кнопка у нас btn9, я так ее и подключаю. И тег h2, он тоже имеет такой класс, как h9. Также назову и переменную h9. В задаче нам нужно при клике выводить в тег h2 наш ответ. Значит, выводить что-то при клике, и это будет действие onClick. Если будет действие onClick, я сразу же думаю о функции. Значит, эту функцию я здесь и создам. Пишу слово function, fun9, круглые фигурные кавычки. Ниже я сразу придам кликабельность нашей кнопке. То есть я сейчас свяжу эту кнопку с нашей функцией fun9. Именно вот таким образом. После этого вы могли заметить, что я могу задачу выполнять в любом порядке. Могу сначала создавать функцию, писать в ней логику, а только потом соединять ее, как это было на задаче номер 8. Или в этом примере я сначала соединю эту кнопку с функцией, а только потом буду прописывать в теле функции ответ. В любом случае это приведет к правильному ответу. Но вот какую последовательность выбирать вам, вы уже решаете сами. По задаче нам нужно в тег h2 вывести результат нашего уравнения. Чтобы это сделать, я беру наш тег h2, беру у него inner.html, то есть его текст, и говорю, что в тебе будет уже другой текст. 10 плюс 20. В ответе, когда я проскроллю ниже, я увижу, что у нас пока ничего не произошло. И ведь правда, это же действие отрабатывает не сразу, а только тогда, когда я нажму на кнопку. И как только я по ней кликну, я увижу 30. Кстати, 30 говорит о том, что мы задачу сделали верно. В задаче номер 10 нам нужно сделать что-то очень похожее. Как минимум с самого начала нам точно так же в HTML нужно будет создать тег h и кнопку. Только h3, и класс у нее будет другой. И также кнопку, тоже с другим классом. Кстати, я дам текст кнопки другой, чтобы мы их визуально отличали. А то, когда у них одинаковый текст клик, 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 то легко можно запутаться, по какой кнопке я кликаю. По нашей задаче нам нужно при клике на кнопку вывести в тег h3 результат нашего уравнения. Значит, для этого я все так же возвращаюсь в JavaScript, подключаю наши ранее созданные теги, тег button и наш тег h3 в нашу переменную h10 и btn10.
После чего мне нужно создать функцию, и ведь именно эта функция будет выполняться при клике. Функция будет называться fun10, круглые кавычки, фигурные кавычки. Ниже я свяжу эту кнопку btn10 с нашей функцией fun10. Для этого использую, надеюсь, нами уже знакомую конструкцию onClick и название функции. И теперь при клике на нашу кнопку click10 выполняется эта функция. Да, пока тело функции пустое, я визуально ничего не буду видеть. Но сейчас мы это тело добавим. По нашей задаче нам нужно в TH3 вывести результат уравнения, чтобы в ответе получилось 10, 20. Хорошо. Я беру наш тех, беру его в память in.html и говорю, что я в тебя буду присваивать 10 плюс 20. Если я напишу так, то при клике на нашу кнопку я увижу, что тут будет 30. 30, потому что сейчас это выражение считается математически. Но по нашей задаче нам нужно, чтобы я в ответе увидел 10, 20. Чтобы это решить, я сделаю так, чтобы у нас 20 и 10 были строкой. Вот уже в таком варианте при клике я увижу наш правильный и нужный ответ, а именно 10 и 20. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.